Всем привет, друзья! Я знаю, как вам понравился мой предыдущий рецепт печенья Мадлен. И в этот раз я решила приготовить шоколадное печенье, но оно будет непростое, с небольшим сюрпризом внутри. Обязательно досмотрите видео до конца. И, кстати, у меня появились новые формочки для этого печенья. Разницу вы увидите в этом видео. А вы пока не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. Приготовление мы начнем с начинки. Да, это будут мадлен с начинкой. И для этого вам понадобится апельсиновый шоколад и жирные сливки. Шоколад просто заливаем горячими сливками, размешиваем и убираем в холодильник до надобности. Если же у вас нет апельсинового шоколада, возьмите любой шоколад, который вам нравится. Просто с апельсиновым шоколадом будет немного интереснее. А теперь переходим к приготовлению печенья. Список ингредиентов вы также найдете в описании под этим видео. Итак, яйца слегка размешиваем венчиком, добавляем молоко и сахар и продолжаем замешивать тесто. Я замешиваю все венчиком, но если вам удобнее делать это в миксере, пожалуйста, делайте так, как вам удобно. Добавляем щепотку соли и мед и снова все хорошо перемешиваем. Нам не нужно добиваться особой воздушности, просто нужно хорошо перемешать все ингредиенты. Теперь смешаем сухие ингредиенты, к муке мы добавляем какао и разрыхлитель. Слегка перемешиваем все и просеиваем сухие ингредиенты в яичной смеси. Обязательно просеивайте какао для того, чтобы крупные кусочки какао не попадали в тесто, иначе получится неприятный момент после выпекания. Теперь хорошо все перемешиваем до однородности. У вас должно получиться довольно жидкое тесто, но не переживайте, мы все делаем правильно. Просто повторяйте за мной, и у вас все получится. Главное перемешать какао и муку для того, чтобы тесто действительно было однородным. Вот такое жидкое тесто получается. Добавляем остывшее растопленное сливочное масло и продолжаем вымешивать тесто. Оно станет еще более жидким, но просто продолжайте вымешивать, и тесто получится правильной консистенции. Оно уже очень аппетитное, красивое, глянцевое. Да, довольно жидкое, но мы будем перекладывать тесто в кондитерский мешок, поэтому без труда вы сможете переложить тесто в формочки. Итак, кондитерский мешок надеваем на высокий стакан, сразу готовим формочки. У меня вот такие новые формы, они немножко отличаются от предыдущей формы. Разницу вы увидите после выпекания. Итак, добавляем все тесто и равномерно распределяем его по формочкам. Слишком много теста не добавляйте, так как печенье при выпекании поднимется, и для того, чтобы тесто не вышло из формы, а было аккуратным и красивым, добавляйте его в небольшом количестве. Считается, что у настоящего печенья Мадлен после выпекания должен быть вот такой холмик, но мне он не сильно нравится, поэтому я стараюсь, чтобы мое печенье было ровным. Отправляем выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 12 минут. Обязательно следите за временем, чтобы не передержать печенье. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такое красивое фигурное печенье. И вот такая ракушка. Посмотрите разницу. Из белой формы получается более рельефное печенье, а из красной оно более гладкое. Но когда мы будем покрывать печенье шоколадом, печенье станет более рельефным. Перекладываем его на решетку и даем полностью остыть. У нас еще осталось тесто, поэтому раскладываем его снова по формочкам и точно так же отправляем выпекаться в разогретую духовку. Для удобства можете сразу купить несколько форм, так вам будет легче работать с тестом.
Теперь нам нужно сделать небольшое отверстие в печенье для нашей начинки. Я просто беру небольшую насадку и прокручивающими движениями формирую место для нашей начинки. Начинку я делаю не во всех печеньках, мне захотелось немножко разнообразия, поэтому часть печенья останутся у нас без начинки, часть с начинкой, и какие-то печеньки я вообще не буду покрывать шоколадом. Теперь переходим к темперированию шоколада. У меня есть остатки моего шоколада, он весь качественный, хороший, выглядит не очень, но так как я его буду растапливать, это не имеет значения, у меня просто были остатки от предыдущей работы с шоколадом. Как темперировать шоколад я уже неоднократно рассказывала. Также в предыдущем моем рецепте я более детально говорила, как растапливать шоколад и темперировать его. Но вкратце еще раз скажу, что мы растапливаем шоколад до температуры 45 градусов. Затем при температуре 36 градусов добавляем кусочек шоколада нерастопленного. И с постоянно помешивающими движениями доводим шоколад до температуры 29 градусов. Рабочая температура черного шоколада 29 градусов. В этот раз я также буду использовать кондурин, но я буду покрывать уже сами формочки, а не готовое изделие. Этот способ немножко проще, вам просто нужно покрыть ячейки для печенья сухой кисточкой и все. Ваше изделие уже будет красивого цвета, того цвета, которым вы покрасите те самые формочки. Когда шоколад достиг нужной температуры, переливаем его в кондитерский мешок и тут же распределяем его по формам. Не добавляйте слишком много шоколада для того, чтобы он не вытек после того, как вы добавите сверху печенье. Когда вы вкладываете в форму печенья, шоколад и так растекается по всей форме равномерно, поэтому не нужно добавлять много шоколада. Слегка придавливаем и все, шоколад фиксируется. Если вы правильно его затемперировали, то буквально за считанные секунды он уже начинает застывать в форме. Если вам не хочется тратить время на темперирование шоколада, можете просто приготовить глазурь, либо просто растопить шоколад и точно так же распределить его по формам. Но тогда он у вас будет таять при комнатной температуре, и печенье всегда нужно будет держать в холодильнике. Так тоже можно, делайте так, как вам удобно. Я делаю два варианта печенья, в одной формочке и в другой, и позже вы увидите разницу между этими формами. И посмотрите, буквально несколько минут, и шоколад уже прекрасно схватился, и я, в принципе, могу уже достать печенье из формы. Но я этого делать не буду. Я все-таки даю время шоколаду дойти до нужной консистенции и просто отставляю печенье в сторону. Теперь продолжим заниматься нашей начинкой. Мы достали ее из холодильника и просто пробиваем буквально несколько секунд нашу начинку миксером. И вот такая густая, красивая масса у вас должна получиться. Перекладываем ее в кондитерский мешок. И все, начинка готова. Для декора я буду использовать вот такие шоколадные пуговички, механизмы разные. Я их тоже сделала сама, опять же с помощью темперирования шоколада. Принцип работы точно такой же. Затемперировали шоколад и разлили по формочкам. Но если у вас нет такого декора, конечно, вы можете взять все что угодно, либо печенье, маленькие печенюшки Орео. Тут уже фантазируйте, как вам нравится. И посмотрите, какая красота получилась. Вы видите разницу. Печенье из белой силиконовой формы немножко меньше, и форма более рельефная и интересная, чем в такой коричневой, да, или красной форме. Итак, начинку мы просто распределяем по серединке нашего печенья в то отверстие, которое мы заранее подготовили. Слишком много добавлять не нужно, буквально чайная ложка для того, чтобы заполнить все отверстие. И сверху выкладываем декор. У меня это шоколадный декор, но опять же можете брать любой.
декор, который вам нравится. Можете просто присыпать орехами, это тоже будет вкусно. И теперь мы отправляем наши формочки в холодильник на несколько часов до стабилизации начинки. Смотрите, какая красота, выглядит просто потрясающе. И на вкус печенье с начинкой очень интересное. С одной стороны, это как будто бы просто бисквит, но с шоколадом, еще и с начинкой. В общем, это очень вкусно. И посмотрите, как схватился шоколад на начинке после стабилизации в холодильнике. Декор крепко держится, он не падает, все хорошо зафиксировано. В общем, получилось все так, как мы планировали. И если вы видите разницу между этим способом покрытия кондурином и тем, который я показывала в первом видео по Мадлен, напишите мне, потому что я разницы не вижу, мне нравится и тот вариант, и этот. И вы видите, насколько все красиво. Даже эти печенья без шоколада выглядят празднично, красиво, и мне нравятся все варианты. Хоть с декором, хоть с начинкой, хоть без начинки, без шоколада. Как по мне, это печенье прекрасно в любом виде. Обязательно попробуйте все варианты этого печенья. Предлагаю посмотреть, как выглядит начинка в печенье. Давайте разрежем наше печенье. Что же там внутри? А внутри просто нежнейшая шоколадная начинка. Она не слишком твердая, но хорошо фиксирует декор и по вкусу шоколад с апельсином. Ну, это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно поделитесь в комментариях, что у вас получилось. И не забывайте, что видео на моем канале выходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!